Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про объектив для системы микро 4 третьих Mitacon 17 мм f0.95 Speedmaster. Еще в прошлом году его мне давал подписчик, чтобы я с ним поигрался, но я вот, как видите, только сподобился сделать наконец обзор. Подписчику за такой подгон, конечно же, огромная благодарность, потому что, действительно, на микро 4 третьих настолько светосильных объективов на самом деле не так уж и много. Там есть у Laowa из серии Argus несколько объективов с дыркой 0.95, но они достаточно дорогие. Есть также коллекция целая фоктлендеров с разными фокусными расстояниями, тоже с дыркой f0.95, но они вообще фантастически дорогие, то есть там прям в разы дороже, чем наш сегодняшний герой. Так что это действительно интересная такая штучка, с которой мне понравилось играться. И к тому же здесь получается довольно удобная фокусная для какого-то ежедневного применения. В эквиваленте получается на микре это 34 мм, получается такой достаточно стандартненький, не слишком широкий и не слишком узкий обзор. И некоторые из вас, наверное, когда слышат слово Mitacon, вы задаетесь вопросом вообще, что это такое. Никогда об этом, может быть, даже и не слышали. Но это не название компании. Mitacon — это, насколько я понял, все-таки название серии объективов для западного рынка, которые выпускаются. На самом деле сама компания, на объективе это в принципе написано, сама компания, которая занимается его производством, называется Zhongyi Optics. Не знаю, насколько я правильно произнес. Это не китаец, я, к сожалению, чтобы правильно говорить и корректно как-то транскрибировать. Тем более, что это еще и латиницей написано было. Но тут забавно вообще другое, потому что я, когда решил почитать, что это такое за компания, порылся немножко в сети интернет, и вдруг выяснил такую вещь, от чего я вообще офигел, что, оказывается, эта компания существует аж с 1984 года. Так что, наверное, это вообще самый старый из известных мне производителей таких китайских мануальных объективов, потому что, прям десятилетия, 40 лет компании, ё-моё, это довольно, ощутимые такие цифры, ощутимый срок такой. Потому что остальные, большая часть, по крайней мере, китайских этих производителей, которые сейчас там мануальные стекла разные выпускают, про которых я уже много тут рассказывал, и не только мануальные, автофокусные сейчас стали, делать, они все достаточно молодые. То есть, кто-то типа Yangnuo, они появились там в нулевые. Всякие TT Artisan, Seven Artisan, они появились, уже в 10-е годы. Laowa тоже появилась где-то в 10-е. То есть они, плюс-минус где-то им там лет по 15 этим всем компаниям. Yungno, ему близится к 20-ке. Но остальные, типа Astor Hori, Brighton Star, это вообще молодежь, им там по несколько лет всего лишь этим компаниям. И прикиньте, большинство людей, по крайней мере в России, ничего не знает про эту компанию. Я тоже удивился, не особо, скажем так, на слуху. Это первый был объектив, который я их попробовал, а между тем они уже целые десятилетия выпускают недорогую светосильную оптику под самые разные системы. У них и под зеркалки Canon, Nikon там выходили объективы, тоже с дырками достаточно большими, в том числе и 0.95. И, как оказалось, у них есть еще и OEM производство некое, они там линзы делают, в том числе для телескопов и какого-то медицинского еще оборудования. И другое удивление вас будет ждать, когда мы подойдем уже к разбору картинок, потому что, по качеству, собственно, картинки эти объективы, не слишком уж сильно уступают какому-нибудь фоктлендеру от Cassini, и, они в принципе почти что на уровне самых топовых объективов по качеству изображения, что мне прямо, впечатлило. Да, конечно же, здесь никакой фантастики не произошло. f0.95 будет очень сомнительный, как в принципе и у большинства объективов с подобной дыркой. f0.95 фактически такой показатель диафрагмы, который, не рабочий. Разве что, наверное, кроме
какого-нибудь объектива от Nikon дорогущего, это Noct 58 мм f/0.95, который стоит 11 долларов. Было бы странно, если бы он при такой цене еще и херовую картинку тебе выдавал на открытой дырке. Ну и да, конечно, автофокуса здесь нет, это чисто мануальное стекло, но на современных беззеркальных камерах с пикингом, который у них имеется, с возможностью увеличить какой-то фрагмент картинки, куда ты фокусируешься, ну, я, по крайней мере, большой проблемы в том, чтобы сфокусироваться ручками, на сегодня не вижу. Ну, давайте сейчас объектив сам вам покажу, а дальше уже перейдем к разбору картинок и сами убедитесь, что он хорош. Объектив весит довольно прилично. Ну, он, в принципе, и сделан полностью из металла. Тут прям, ну, все, что только можно вообразить из металла. Нигде никакого пластика. Пластик тут как бы вообще нигде не присутствует. Только металл и стекло в этом объективе есть. Задний элемент достаточно крупный. Нет никаких тут резинок, как видите. Ну, и также нету никаких контактов для сопряжения с тушкой. Объектив полностью мануальный. Не забудьте, когда ставите на микру, на любую, где есть стаб, в тушке в самой на матрице указать, какое здесь фокусное расстояние. Там, иначе тушка будет не совсем понимать, как ей стабилизироваться. Кольца, что фокусировки, что диафрагмы, не прорезиненные. Они из металла такого ребристого. Достаточно все, в общем-то, качественно исполнено. Широкое колечко у нас для фокусировки. Оно очень плавное. Очень прям так медленно крутится, с большим очень ходом, что очень приятно. И при этом, кстати говоря, объектив, да, движется, у него вот этот хоботок немножко взад-вперед при фокусировке, но прям совсем там едва-едва на какие-то, наверное, может быть 1,5 миллиметра, так на вид. Ну и то, что он имеет достаточно большой ход, примерно от 0,85 метра, ну то есть 85 сантиметров, короче говоря, да, и далее. У него прям очень-очень долгий ход. Это очень удобно, позволяет достаточно комфортно наводиться, достаточно точно. Расстояние указано, как видите, здесь в метрах и футах. Ну и минимальная дистанция фокусировки здесь 30 сантиметров. Всего лишь это, конечно, не позволит тебе уж прям макро снять, но все равно достаточно близко можно сфокусироваться. Диафрагма регулируется с тихими щелчками и от 0,95 до f16. Диаметр светофильтра здесь 58 миллиметров. Он, в общем-то, довольно крупный получается, хотя на самом деле передний элемент чуть поменьше. Ну, такая уж конструктивная. Здесь также можно увидеть надпись Speedmaster 17 мм, 0,95. И фирма-производитель Zhongyi. Это китайцы, как вы уже, я думаю, догадались. Есть также еще и прекрасная бленда. Я не просто так говорю, что она прекрасная. Сейчас я найду, где тут она совмещается. Вот нашел. Здесь вот две точки совмещаем, поворачиваем. Она фигурная. И она полностью металлическая. То есть у нее нет, даже где в месте крепления нет никакого пластика. Абсолютно шикарная бленда. И еще, кстати, посмотрите, как красиво диафрагма закрывается с кучей лепестков. И как она открывается до огромной такой кругленькой дырочки. Ну и, в общем, что я могу сказать по качеству? Здесь прям вообще вопросов ноль. Практически Фоктлендер. По ощущениям в руках, по крайней мере. По качеству картинок сейчас мы дальше посмотрим. Ну и, как я уже ранее сказал, на максимально открытой дырке, конечно же, качество изображения далеко не фантастическое, оно, прям скажем так себе. Резкость на f/0.95 будет слабенькая, по углам кадра у вас будет довольно много хроматических аберраций. Но опять же, я не могу сказать, что качество изображения прямо совсем уж ужасное. И я думаю, что вот те f/0.95, которые тут имеются, вполне себе подойдут для съемки каких-нибудь миленьких мордашек на закате или для каких-то фотографий, на которых тебе нужно все прямо вот замылить вообще в хлам. Как художественный эффект, это тоже, в общем-то, допустимо. Я вот
к примеру, сейчас в последнее время довольно часто снимаю на объектив монокль, на той же микро 4/3. Просто замечательно. У него полно сферических аберраций, хроматических аберраций. Картинка там просто чудовищно нерезкая, но я пока что играюсь, не могу пока добиться того художественного эффекта, который мне вот нужен, но тем не менее мне нравится с этим забавляться. В общем, некоторая нерезкость и мыльцо, она допустима, если ты так изначально задумывал. Ну, конечно же, для какой-то серьезной съемки, где тебе вот прям обязательно важна именно резкость и детализация, f0.95 абсолютно бесполезны. Вот цветочек, к примеру, я сфотографировал на открытой дырке. Следующий кадр я сделал уже прикрыв до f2.8. Ну, даже на микре, как вы понимаете, здесь, хотя и глубина резкости довольно большая, все равно часто лучше прикрыться. Но опять же, если надо что-то несерьезное сфотографировать, типа меня вот в мятой рубашке, то в развлекательных целях можно и открыть дырку. Цветочки я вам уже показал. Сейчас я покажу еще несколько примеров съемки с близкого расстояния. Тут действительно объектив достаточно близко фокусируется. Не скажу, что это прям макро какое-то. Но тем не менее, если прикрыть дырку до f2.8-f4, можно вполне себе... Они абсолютно рабочие, такие положения диафрагмы. И ты вот на f4 можешь в упор снимать какую-нибудь ерундистику, мелкую, какую-то мелочевочку. Будет детализация, резкость, микроконтраст, любые вот эти вот показатели, которые важны в таком около макро, они все будут очень на высоком уровне. Мне прям понравилось с этим играть. Пейзажи тоже хорошо получаются на этот объектив. Тут уже снимки делались на более прикрытой дырке, на диафрагме от f5.6 до f8, примерно в таком диапазоне. Ну, вот что-то такое f5.6, f6.3, f8, вот так. При этом выдержки у меня зачастую такие, что водичка уже начинает размазываться. Все снимки делались с рук, я штатив здесь ни в коем случае не использовал, потому что, ну, я на камере EM1X использовал объектив. Кстати, на Olympus EM1X у меня есть обзор на канале, так что не забудьте, его тоже можете посмотреть, если это интересно. Вот тут вот где-то всплывашка должна будет подсказывающая появиться. И опять же, в каких-то более общих пейзажных снимках детализация ну просто фантастически хорошая. Мне прям очень по кайфу то, как этот объектив снимает. И при этом, если мы посмотрим в какие-то сложные участки кадра, даже ближе к краям, где-нибудь в ветки, какие-нибудь в листву, через которые светит яркий свет, здесь почти нет хроматических аберраций. Они, конечно, имеются, я их специально, естественно, не исправлял, чтобы вам продемонстрировать, что они есть, но их прям мизерное количество, и исправить их ну, не является прям уж большой проблемой. Правда, если буквально против солнца сделать снимок, то, конечно, блики довольно ощутимые получаются. Объектив ловит все же блики, но при этом он не теряет контраста. Стрит я тоже попробовал на этот объектив поснимать. И, в общем, на микре-то, конечно, с этим не так уж сложно, потому что здесь достаточно широкий угол обзора, 17 мм, напомню, да, это в эквиваленте 34 мм. Прикрываешься до f8, и у тебя, в общем-то, большая часть картинки в гиперфокале, ты можешь совершенно спокойно там снимать от бедра. Но мне в данном случае было интереснее все-таки поиграться самому, покрутить все ручками, попадать куда-то. И вот, например, я такой забавный снимок сделал, где кавалер везет свою там, возлюбленную, вероятно, на карете. Ну и, конечно же, с этим метаконом весело не только снимать какой-то такой вот стрит подобный, и не только на природе, где действительно важна, да, детализация, где много всяких мелких деталей,
деталей, но и в городе очень даже в городской среде неплохо подмечать какие-то вещи. Ну, у меня, опять же, к объективу каких-то претензий нет, потому что дисторсии здесь я какой-то прям сильной не наблюдаю. Наверное, она и есть, но она очень незначительная. И если ты снимаешь что-то в городе, у тебя дома там не пучатся, какие-то ровные, ну, объекты, которые прям очевидно должны быть ровными, да, их не корежит. Ну и при этом, опять же, детализация на очень высоком уровне. Можно снимать и в том числе какие-то мелочи такие вот городские, какую-нибудь разруху, где также важны мелкие всякие текстуры. В общем, мне объектив понравился, он оказался весьма хорош, неожиданно хорош, потому что, ну, я от него прям реально ничего не ждал, но я до этого и объективов этой компании никаких не тестировал, это вот как бы первый мой Metacon, который я в руках подержал, и блин, он прям реально хорош. Фигово только то, что он достаточно крупный и тяжелый все-таки. На микре это не слишком здорово, да. Ну, на EM1X нормально смотрелось, а на какой-нибудь маленькой тушке, конечно, будет такой некоторый дисбаланс, конечно же. Ну, надо понимать, что здесь все-таки и светосила довольно высокая, и корпус полностью, ну, вообще, в принципе, все там из металла сделано, так что, ну, тут понятно, почему он столько весит, это очевидно, он не из пластика. Ну, и для кого-то, конечно, отсутствие автофокуса может стать препятствием. Ну, опять же, я, как уже 50 тысяч раз говорил, на современных беззеркалках отсутствие автофокуса это не так страшно уже, как на каких-то зеркалках, где прям реально нужно было страдать. Здесь ты, блин, увеличил то место, куда ты фокусируешься, убедился, что ты точно навелся и щелкаешь. Или вообще включил пикинг, тебе там все подсветится, что точно сейчас в резкости наиболее контрастно. И вот тут мы вспоминаем, что система микро 4 третьих, это, собственно, самая старая беззеркальная система, в которой, ну, наибольшее количество объективов на сегодня присутствует. Но вот именно 35-ок здесь нет какого-то изобилия в системе, то есть тут выбор не очень-то велик на микре, и получается, что у нас есть, что там, собственно, Фоклендер дорогущий какой-нибудь с такой же дыркой, тоже мануальный, но который, ну, прям в несколько раз дороже, чем наш сегодняшний герой. Или же родной олимпусовский такой, да, по соотношению цена-качество, наверное, самый оптимальный, потому что у него тоже, в общем-то, металлический корпус с довольно-таки удобным управлением, он компактный. Ну, у него светосила, конечно, гораздо ниже, f1.8, но там уже f1.8 вполне себе рабочая, на самом деле, диафрагма, на нее можно снимать. У меня на этот объектив также, конечно же, есть обзор на канале. В конце будет у меня на него также ссылка, посмотрите. Ну, или там поищите по альбому. Мне лень тут уже прикреплять подсказку в конце ролика, это будет, наверное, странно. И объектив от Olympus, он, конечно, неплохой, он нормальный, хороший, но мне он показался каким-то скучным, каким-то совсем уж без характера. Ну, я надеюсь, что вам был интересен мой короткий такой обзор на этот объектив Metacon 17 мм Speedmaster. В общем, если ищете какую-то супер-пупер светосильную 35-ку, офигенно резкую на микро 4 третьих, то его можно смело брать. Я вообще, как бы, можно сказать, его рекомендую, он прям хорош. Ну, если вы найдете его, конечно, за не очень дорого, где-нибудь на вторичке, то это вообще прямо must-have. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вся эта активность, она очень полезна для того, чтобы YouTube продвигал ролики мои, потому что, ну, ролики про объективы на самом деле не так уж много собирают просмотров, потому что, ну, это не всем интересно, почему-то всем нужно тушки, объективы как будто бы никому не интересны, хотя вообще-то все должно быть наоборот, потому что объективы гораздо важнее, чем тушки по факту. Ну и напишите, в общем-то, в комментариях, там, что вы думаете про подобные объективы, делитесь впечатлениями, если вдруг у вас он был, или что-то подобное еще пробовали, или есть какие-то у вас на эту тему мысли, я все обязательно прочитаю. Желаю вам хороших снимков и до новых встреч. Пока.